Всем привет! Продолжаем делать стилизованный домик в приложении Nomad Sculpt. И в этом уроке сделаем окна, дверь и лестницу. Давайте начнем. Добавим цилиндр. Повернем его по X на 90 градусов. Уменьшим радиус. Уменьшим длину. Добавим отверстие. Скруглим с помощью топологии. Передвинем вниз так, чтобы сверху была только половина цилиндра. Утвердим. Возьмем инструмент трим, прямоугольник и обрежем нижнюю половину. Включим гизму, добавим плоскость. Нажмем диск, уменьшим за оранжевое кольцо, уменьшим разрешение, утвердим, нажмем Hide, скроем нижнюю половину, удалим сетку и включим аддитивный материал. Теперь включим гизму, добавим куб и сделаем рамы. Скруглим. Скопируем эту деталь и копию повернем на 90 градусов. Теперь выберем все детали этого окна, скопируем, копию подвинем вверх, выберем эту полукруглую раму, наш обрезанный цилиндр. Верхнюю часть замаскируем, оставим только нижние края. Включим гизму и потянем за синюю стрелочку. Очистим маску. То же самое со стеклом сделаем. Поперечную деталь скопируем, передвинем вниз. Еще раз скопируем и сделаем подоконник.
Выберем это окошко. Скопируем и копию передвинем на боковую часть домика. И давайте для подвального окна тоже сделаем подоконник. Сначала выберем все детали. Приподнимем. Выберем подоконник. Скопируем. И теперь выберем все окно вместе с подоконником. И немного уменьшим за синий конус. Верхнее окно тоже нужно уменьшить. Чтобы оно по размеру больше соответствовало вот этим вот круглым боковым окнам. И еще для того, чтобы оставить больше места для двери. Выбираем все окошко верхнее, включаем гизмо и уменьшим за синий конус. И далее сделаем дверь. У меня есть скопированный подоконник. Расположим его под окном, скопируем, копию передвинем сюда. Это будет площадка перед дверью. Возвращаемся к этой детали, скопируем, повернем на 90 градусов по оси Z. Нажмем отзеркаливание. Давайте выключим гизмо и нажмем отзеркаливание. Скопируем. Сделаем квадратную форму. Выдвинем сюда. Это будут опоры для площадки. Скопируем, копию передвинем в сторону.
Еще раз скопируем и сдвинем к стене домика. Скопируем эту деталь, повернем на 90 градусов по X и вытащим из группы с отзеркаливанием. Уменьшим за оранжевый кружок. Включим гизмо, нажмем Pivot, передвинем оси в центр вертикального столбика, выключим Pivot, нажмем клон и повернем по Y на 90 градусов. Увеличим длину. Скопируем. И развернем таким образом. Нажмем отзеркаливание. Можно сделать потоньше. Нажмем копировать. Копию передвинем в сторону и повернем на 90 градусов по Y. Снова нажимаем копировать. И далее сделаем лестницу. Выбираем эту деталь, скопируем, копию повернем на 45 градусов. Увеличим высоту. Скопируем. Копию передвинем на другую сторону. Еще раз скопируем, расположим примерно посередине. Изменим положение осей и повернем на 90 градусов по Y. И на 45 по X. Это будет ступенька. Включим гизмо.
Нажмем пивот и повернем оси на 45 градусов. Выключим пивот и добавим массив. У нас добавился массив автоматически по X. Убираем. И нам нужна вторая деталь по Y. Вот она здесь внизу появилась. Передвигаем ее на место нижней ступеньки. И увеличиваем количество деталей, сделаем 4 ступеньки. Теперь снова выберем вот эту деталь и сделаем поручень. Скопируем, повернем на 45 градусов. Продублируем на другую сторону. И давайте продублируем столбики. Лестница готова. И нужно доделать дверь. Здесь у нас сделана пока только дверная рама. Выбираем вот этот столбик вертикальный. Копируем. Сдвинем внутрь. И вглубь. Еще раз скопируем. Скопируем еще раз. Повернем на 90 градусов по Y. И вытащим из группы с отзеркаливанием. Маленькие столбики у лестницы нужно вытащить из группы с отзеркаливанием. И давайте выберем площадку, продлим в сторону и расположим здесь такой столик с лавочками и заборчик. О том, как их сделать, у меня записано отдельное видео. Ссылку я оставлю в описании.